Приветствую вас, я Оксанита. Сегодня мы поговорим про язык любви, одобрения. Люди с таким языком любви, они на самом деле очень ранимые. Они слышат хорошо слова. Для них слова имеют огромное значение. Например, если у вашей жены язык любви, одобрения, очень ценно ее одобрять. Говорит, ты так вкусно готовишь, у тебя так хорошо получается. Попробуй вот это, может, у тебя классно получится вот это вот. И жена, слыша вот такие слова, она будет еще больше стараться, она будет еще больше раскрываться, расцветать. У них как будто крылья вырастают у этих людей, когда их одобряют. Очень важно искренне одобрять, очень важно искренне искать, а в чем же хорош этот человек, а здесь хороший, а здесь хороший. Детки, они прям вообще, когда их одобряешь, с таким языком любви, они стараются еще лучше, еще больше. Это дает им такую силу. У каждого языка есть плюсы и минусы. Какой минус этого языка любви? Критика. Когда людей критикуют, они начинают закрываться. Для них это, знаете, как вот кинжалом в сердце. Критика для них очень разрушительна. И порой они часто путают. Они очень многое делают за одобрение. Похвалите меня, одобрите меня. Они путают, что они будут счастливы, если добьются одобрения кого-то, чего-то одобрения. И им очень главное понимать, осознавать, самый главный, важный человек, он находится у них внутри. Таким людям очень важно научиться хвалить себя самих, одобрять себя, а чем я хороша, и хвалить себя. А вот здесь я молодец, и здесь я молодец. Это главная практика для таких людей. Если вы знаете, что у вашего ребенка такой язык любви, постарайтесь научить своего ребенка самого себя одобрять, саму себя одобрять. Это очень важно. И если у ваших близких язык любви, одобрения, пожалуйста, следите за своей речью, следите за тем, что вы говорите, как вы им говорите. Потому что порой можно настолько травмировать такого человека, настолько вот просто что-то ляпнуть, и там такие обиды возникают, такое сильнейшее «меня не любят». Сказал, что тут не так, здесь не так. И знаете, даже когда эти люди потом вырастают с языком любви и одобрения, им же больно, когда там критикуют, и они такую броню одевают и щит, и становятся такими бесчувственными созданиями. Ну, лишь бы критику не слышать, потому что их никто не научил, что важно оперироваться вглубь себя, главное смотреть на себя, самой себе писать мемуары, саму себя одобрять, благодарить себя. И благодарите своих близких, благодарите своих родных, потому что на самом деле это очень важно и очень ценно. Благодарю за внимание.